Привет, привет! I speak Russian in my videos, but you can turn on Russian or English subtitles. Я очень рада видеть вас на моем канале. Сегодня у нас будет необычный формат, новый формат видео. Slow Russian Podcast. Медленный подкаст на русском языке. Вы можете слушать подкасты, когда гуляете, занимаетесь домашними делами или спите. Да, подкасты можно слушать во сне или перед сном. Мы будем обсуждать с вами различные темы. Например, мы поговорим о саморазвитии, о жизни, о русском языке и русской культуре. Поэтому я буду вам очень благодарна, если вы оставите ваши комментарии под этим видео. Как вам такой формат? Прежде чем мы начнем, я хочу сообщить вам о том, что я подготовила для вас бесплатный, но очень полезный PDF-документ с новыми словами и фразами из сегодняшнего видео. Для того, чтобы получить этот PDF-документ, заполняйте короткую форму ниже. После этого вы автоматически будете получать новые PDF-документы каждую неделю. А мы начинаем. И сегодня мы с вами поговорим про иммиграцию. Это очень близкая для меня тема. И буквально несколько дней назад было ровно 5 лет. Я даже не верю, что говорю это сейчас. Было ровно 5 лет, как я живу в Финляндии. Вау! Это шокирующая новость. Для меня шокирующая новость. Да, я уже 5 лет живу в этой прекрасной стране. Сегодня я хочу поделиться с вами трудностями, с которыми я столкнулась в эмиграции. А также расскажу, что меня удивило или даже шокировало в новой стране. И первая трудность, с которой я столкнулась, это финский язык. Да, возможно, это звучит очень странно от преподавателя русского языка как иностранного. Да, безусловно, значит, конечно, у меня большой опыт изучения иностранных языков, так как я учила английский, немецкий, но финский язык меня удивил. До переезда в Финляндию я никогда не изучала финский язык. Признаться честно, я даже никогда не думала, я никогда не могла представить себе, что я буду учить финский язык. Но жизнь очень интересная штука. Я начала изучать финский язык 5 лет назад, когда переехала в Финляндию. Я быстро нашла интенсивные курсы финского языка, которые длились 1,5 года. 1,5 года — это значит 1 год и 6 месяцев. Я занималась финским языком каждый день по 3 часа. Да, это достаточно много. И за 1,5 года мы прошли 3 огромных учебника. Могла ли я свободно говорить по-фински? Конечно же, нет. Я искренне верю, что если вы хотите использовать язык, его нужно использовать. Поэтому я ходила в магазины, в кафе и старалась говорить по-фински, старалась задавать вопросы и разговаривать с людьми. Я продолжала изучать финский язык, смотрела различные сериалы, фильмы на финском и даже начала общаться на финском со своими одногруппниками в группе финского языка.
Это мне очень помогло на самом деле, потому что я старалась использовать язык постоянно. И хочу вам сказать, что изучение языка — это как стиль жизни. Это путешествие на всю жизнь, поверьте мне. Язык меняется, появляются новые фразы, слова, и их нужно учить. Вторая трудность, с которой я столкнулась, это отсутствие друзей и подруг. Когда я переехала в Финляндию, я знала только моего прекрасного мужа и его родителей, мою свекровь и моего свекра. Свекровь — это мама мужа, а свекр — это папа мужа. Поэтому мне нужно было найти свой круг общения, а точнее создать свой круг общения заново, с чистого листа. С чистого листа значит снова с нуля. В тот момент я посещала курсы финского языка онлайн. Поэтому это усложняло задачу найти друзей и познакомиться с новыми людьми. Но я не растерялась. Я предложила нескольким девушкам из моей группы финского языка встретиться на чашечку кофе и просто поболтать. Так как мы все были в одной ситуации, это были курсы для иммигрантов, которые недавно переехали в Финляндию, мне показалось, что это была отличная идея, так как у нас было много общего. Мы все переехали в новую страну, и я была уверена, что нам будет о чем поговорить. Поэтому я договорилась встретиться с несколькими девушками на кофе. С некоторыми из них мы больше никогда не виделись, но с одной девушкой мы стали очень близкими, хорошими подругами. И спустя 5 лет мы все еще дружим. И наша дружба стала только крепче. Наша дружба становится крепче с каждым годом. И это меня очень радует. Этот факт меня очень радует. Она из Польши, а я из России. Но что я заметила? У нас очень похожий менталитет. Правда. Когда мы начали общаться, мне казалось, что мы из одной страны, и у нас похожие ценности, у нас похожие взгляды на жизнь. Это потрясающе. Я была очень счастлива. Мы общались на финском языке и старались практиковать финский язык. Конечно, иногда нам приходилось говорить по-английски, потому что по-фински какие-то темы было очень трудно обсуждать. Сейчас мы общаемся больше по-английски, но иногда по-фински тоже. Это отличная практика и отличный лайфхак. Если вы хотите практиковать язык, вы также можете найти человека, который изучает этот же иностранный язык, и практиковаться вместе. Почему нет? Возможно, у вас появится новый друг или подруга. Третья трудность — это совершенно другая культура, другие традиции и законы. Если честно, первое время мне было очень тяжело, так как я переехала из огромного мегаполиса, я жила в Москве, в Хельсинки. Да, безусловно, Хельсинки — это не очень маленький город, но на тот момент он казался мне крошечным. Крошечный город, значит, очень-очень маленький город. Это правда. Мне казалось, что я попала в маленькую деревню, представляете? Потому что в Москве жизнь кипела, все постоянно куда-то бежали, и я постоянно бегала из одного места в другое, находилась в постоянном движении и стрессе.
И вдруг я оказалась в Хельсинки, на тот момент для меня очень спокойном, тихом городе. Люди никуда не спешили, наслаждались жизнью. Для меня это было очень странно, необычно и даже дико. Но сейчас я могу с уверенностью сказать, что я обожаю этот ритм жизни. Мне очень нравится Хельсинки как город для жизни. Он и спокойный, и при этом можно найти много интересных занятий и красивых мест. Но на тот момент мне было очень тяжело. Мне не хватало вот этой энергии большого города. Я чувствовала себя очень некомфортно. Давайте поговорим, что же меня удивило или даже шокировало в Финляндии. Это сауна. Нет. Я была в сауне до этого, и в России есть русская баня. В баню я ходила с самого детства и очень любила это занятие. Меня шокировало, что в сауну люди ходят голыми. Сейчас расскажу. Однажды мы с мужем гуляли и проходили мимо сауны. И я была в шоке, что мужчины и женщины ходили в одну сауну, и они были голые, абсолютно голые. Для меня это было очень удивительно, что в Финляндии, например, многие семьи, все члены семьи ходят в сауну голыми. Не знаю, меня это очень удивило и было странно для меня. Безусловно, есть раздельные сауны, и их достаточно много в Финляндии. Отдельно сауна для женщин и отдельно сауна для мужчин. Следующее удивление — это та-да-да-дан, финское гостеприимство и новоселье. Я думаю, вы знаете, что в России, если мы приглашаем людей в гости, это значит, что мы накрываем на стол. Накрывать на стол — это значит готовить много еды, готовить разные блюда. Но в Финляндии я была очень удивлена, когда нас с мужем впервые пригласили на новоселье. И на вечеринке не было еды, в основном были чипсы, конфеты и мармелад. А напитки нужно было приносить с собой. Каждый из гостей приносил свой напиток. Для меня это было очень странно. Следующее, что меня удивило, это режим дня. В Финляндии люди начинают работу очень рано. Я знаю, что есть люди, которые начинают работу и в 7 утра, и в 8 утра, и заканчивают работу раньше, например, в 3 часа или в 4 часа. В России я никогда об этом не слышала и не видела. Обычно мы начинаем работу в 9, в 10 часов и заканчиваем в 7, например. Но зависит от места, где вы работаете. Это правда, что многие финны ранние пташки, они жаворонки. Существуют жаворонки — это люди, которые рано ложатся спать и рано просыпаются. И совы — это люди, которые поздно ложатся спать и поздно просыпаются. Так вот, я заметила, что финны в основном жаворонки. Конечно, не все, но многие люди, так как очень рано они начинают работать. Меня также удивило и очень-очень порадовало отношение к возрасту. Здесь женщина в возрасте 70 лет или мужчина в возрасте 70 лет и старше ходят на вечеринки, веселятся, ходят в караоке, встречаются с подружками в ресторанах, в кафе. И это потрясающе. В России же, конечно, сейчас все меняется, но в России обычно, если человеку 70 лет и больше, он уже не ходит на вечеринки, не веселится.
И я считаю, что это очень грустно. Поэтому, когда я увидела в клубах людей разных возрастов, меня это очень порадовало и восхитило. Я правда восхищаюсь такими людьми. Для них возраст не помеха. И поверьте мне, некоторые женщины в возрасте 70-75 лет танцевали активнее, веселее молодых девушек. Поэтому это потрясающее отношение к возрасту меня покорило, и мое сердце растаяло. Я в восторге от такого отношения и считаю, что это правильно, что возраст — это всего лишь цифра. Самое главное, как вы себя ощущаете, как вы себя чувствуете и что вы себе позволяете. Ну что, ребята, на сегодня это все. Если вам понравился такой формат подкаста, пишите свои комментарии ниже. Возможно, кто-то из вас тоже имел опыт эмиграции. Делитесь своим опытом, делитесь трудностями, с которыми вы столкнулись. Возможно, вы хотели бы пожить в какой-нибудь другой стране. Мне тоже будет очень интересно, какую страну вы бы предпочли и почему. Пишите в комментариях, я обязательно постараюсь ответить каждому из вас. Я вас крепко обнимаю, желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, а мы с вами увидимся уже очень скоро.